На лед приглашаются участницы первой разминки. На разминке находятся Виктория Сафонова, Минск. Ульяна Третьякова, Республика Мордовия. Любовь Рубцова, Московская область. Виктория Федянина, Пермский край. Камила Нелюбова, Краснодарский край. Мария Захарова, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Прекрасное настроение на стадионе в Казани, где проходит третий этап взрослой серии Гран-при России по фигурному катанию. И открываются эти соревнования в женском одиночном катании. Короткая программа. Трибуны уже полны зрителями. И сегодня у них весьма вероятно будет много интересных выступлений, в том числе и от их родных спортсменов. Но об этом мы поговорим позже. На комментаторской позиции олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Анна Щербакова. Приветствую вас! Всем добрый день! Рады вновь оказаться здесь, в Казани, в том месте, где фигурное катание все же не просто любят, а обожают. Приветствую всех любителей фигурного катания, которые сейчас тоже собрались у экранов смотреть за этапом Гран-при женское одиночное катание. Я вот уже на арене сижу, у меня прям предвкушение, смотрю наших прекрасных девушек и очень жду их короткие программы. Ну а тем временем вы видели Олег Васильев, олимпийский чемпион в парном катании, так подхватил кофточку у спортсменки Виктории Сафоновой из Белоруссии, которая здесь выступает вне конкурса, но это очень мастеровитая фигуристка, много раз, 6 раз была чемпионкой Беларуси, и здесь она, конечно же, получит и аплодисменты, и оценки. Единственное, что ее результат не будет учтен, так как она выступает вне конкурса. Вслед за ней уже в официальных соревнованиях Гран-при будет кататься Ульяна Третьякова из Республики Мордовии. Она бронзовый призер соревнований в Чебоксарах среди юниоров. И в короткой программе Ульяна будет кататься по такую серьезную, мрачную композицию, которая называется «Черное сердце». Любовь Рубцова представляет Московскую область, и это Ангела Плющенко, тренеры Евгений Плющенко, Артем Значков, Екатерина Митрофанова. Занимала призовые места на этапах Кубка России среди юниоров, участвовала в чемпионате России по прыжкам, в юниорском первенстве. Ну и не такая простая судьба у фигуристки в плане травм. Приходится преодолевать какие-то проблемы, которые ей иногда мешают двигаться вперед. Пожелаем ей удачи, и чтобы все было отлично. Как происходит дело на разминке? Ну что ж, 6-минутная разминка продолжается. Мы видим целую россыпь очень и прекрасно выполненных прыжковых элементов. Но что касается твоего вводного слова, Вась, то действительно сегодня зрители увидят абсолютно разноплановую борьбу. Нет, борьба она будет одна, конечно же, за пьедестал и самые высокие ступеньки этого пьедестала. Но действительно, это не наигранные слова. Здесь есть за кем последить, потому что есть и поменьше, и повыше. Есть более серьезная композиция, есть более современные музыкальные композиции. Здесь даже, если мы говорим, забегая чуть вперед, о мужских коротких программах, то будет такой небольшой сюрприз. Такого я не видел еще никогда именно в плане любительских соревнований. На ваших экранах тренеры Екатерина Патласова и Алексей Головацкий, которые тренируют Викторию Федянину. Она будет кататься следующей, представлять Пермский край. А вслед за ней будет кататься Камила Нелюбова. Она на ваших экранах. Тренирует ее не только Дарья Гуреева, тренер на ваших экранах, но и Аделина Сотникова. Выступает Камила за Краснодарский край, а тренируется в Москве. В
прошлом сезоне фигуристка заходила на четверной Луц, но не приземлила его. Но, тем не менее, погоня за четверными продолжается. Погоня за четверными будет, на мой взгляд, усилена завтрашними произвольными программами. Но сегодня парочку тройных акселей мы с вами увидим. Но я надеюсь, что они будут чисто исполнены. В том числе один из тройных акселей будет продемонстрирован уже в этой первой разминке. Я надеюсь. А на ваших экранах фигуристка Мария Захарова, которой Алексей Ягудин на этапе... Стоя аплодировал. Стоя аплодировал за ее катание в произвольной программе. Это было великолепно. И Мария, конечно, вот в короткой программе чуть-чуть не слаженно выступила, что помешало ей побороться за призы. Как она выстрелила в произвольной. Мы желаем ей уже прямо с короткой программы врываться в бой и претендовать на самые высокие места. Кстати, по поводу продолжения ее короткой программы и произвольной, программы, которую мы наблюдали совсем недавно, то про нее есть еще очень интересный факт, что она стала самой возрастной, как бы это смешно ни звучало, при ее возрасте 18 лет стала самой возрастной, кто выполнил четверной прыжок во время соревнований здесь, я имею в виду именно Российскую Федерацию. Тренирует ее мама Анна Царева. Происходит их работа в школе имени Станислава Жука. Известная школа, где в том числе работают и Елена Буянова, Ирина Тагаева. Ну и очень хочется, чтобы Мария своей программой под названием Feeling Good задала какой-то тон и для себя, и для остальных на этом стадионе. Но она будет кататься последней, а начнем мы, как уже было обещано, с белорусской фигуристки, выступающей вне конкурса. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Олимпийский чемпион Виктория Олег Васильев Сафонова. выводит на лед Минск. шестикратную чемпионку Беларуси Викторию Сафонову. Она будет представлять свою страну на Олимпийских играх в следующем году. Bésame mucho, но вне конкурса. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Y
Отличное начало сегодняшнего соревновательного дня. Красиво, со значением, элегантно. Какая прекрасная фигуристка возглавляет белорусское фигурное катание и будет представлять нашу братскую страну на играх. Просто сорвал с языка. Я только что хотел сказать. Хорошее заработанное начало. Чистый прокат. Единственное, что мне кажется, что у меня теперь новая будет кличка Алешка Кьюшка. Сегодня и также и завтра хочу более подробно наблюдать за тем, как будут ставиться те недокруты и ледокруты. Но в общем и целом, конечно, впечатляет уровень белорусской спортсменки. И мы знаем прекрасно, что была в Пекине, была в Китае на отборочном турнире. Так же, как и белорусским спортсменам, нашим спортсменам разрешили. Мы знаем, что Аделя Петросян там же выступала. И вот Виктория Сафонова очень неплохо там выступила. По-моему, остановилась в шаге от пьедестала. Но тем самым, собственно, не только одобрил эту заявку на Олимпийские игры, но и подтвердила ее. Да, Вика очень сильная спортсменка, и сегодняшним выступлением она это вновь доказала. Двойной аксель, тройной флип выполнены без вопросов. Сейчас хочется посмотреть на повтор каскада, тройного А мне на выезд. Ну вот здесь возможно, но вот здесь точно будет, да. Здесь, скорее всего, будет небольшой недокрут, хотя... Хотя мы как будто бы в пользу спортсмена бы засчитали. С этого ракурса выглядел, мне кажется, очень хорошо этот прыжок. И Вика очень сильная фигуристка, она владеет и четверными прыжками в том числе, поэтому нет никаких сомнений, что с тройными сложностей никаких не возникает у нее. Конечно, ну а по стилю такое размеренное катание, без особых резких всплесков. Но вы знаете, когда мимо проезжает спортсменка, прям ее глаз горит. Возможно, нет такой экспрессии, но именно глаз у этой спортсменки горит. Выдержанный образ. Выдержанный. И первые оценки, которые мы ожидаем. Напоминаем, что они не пойдут в зачет, но все же для белорусских спортсменов это не первый сезон это происходит. У них есть возможность, поскольку турниров в родной стране не так много, то у них есть возможность приезжать на наши турниры, хоть и вне зачета, но все же это реальные прокаты, это реальный лед, это реальные люди, зрители и соревнования, и реальные баллы. Работают вместе с Викторией Сафоновой тренеры Олег Васильев, Оксана Матвеева, Егор Головкин. И получает она 61, почти 62 балла. Может принять эти оценки к сведению. Для исполнения короткой программы на лед приглашается... С мрачной и тревожной композицией «Черное сердце» на Гран-при в Казани выступает фигуристка из Мордовии Ульяна Третьякова. Она родилась в Глазове, где и Лиза Туктамышева. Хорошее местечко, где любят и ценят фигурное катание. Удачи!
черное, не черное сердце, а оно было в этом выступлении и сразу по горячим следам. Да, может быть, не столь ярко, но, с другой стороны, самое главное, справилась своим волнением и выдала абсолютно чистый прокат. Да, в данный момент у нас, уважаемые телезрители, есть вопрос по поводу двойного флипа, прыжка, который был во второй половине программы. Он под вопросом и стоит недокрут. Это мы чуть позже будем разбирать, но в целом это сердце, которое обволакивает своей любовью и тянет, манит в свой загадочный мир. Ульяна сегодня справилась определенно со своей короткой программой. Видим мы, что и она, и тренер довольны. И было видно, как сильно они переживали до выступления. И как тренер за бортиком переживала за спортсменку. И сама Ульяна, мне кажется, в глазах прямо читалось это волнение. И оно как будто бы и сыграло в этом двойном акселе. Не самый уверенный выезд с этого прыжка. И дальше, как будто по ходу программы, она постепенно раскрывалась и волнение уходило. И дальше она справилась и с каскадом, тройной лутс, двойной тулуп, и с тройным флипом. Хоть там и стоит недокрут. Давайте вот сейчас будем пересмотрим как раз. Наблюдать. Ну, я бы поспорила, честно говоря, насчет недокрута, но... А я промолчу и буду копить энергию на последующие прокаты. Да, но тем не менее мы констатируем, что соревнования начались на хорошей ноте. Мы вообще уже очень ценим казанский лед за то, какое настроение он нам подарил в последние дни, когда здесь были юниорские соревнования. Здесь все катаются чисто, ну или 95% спортсменов. Это потрясающе. Вместе со своим тренером Анастасией Григорьевой Ульяна Третьякова наблюдает за своими оценками. В общем и целом, мне кажется, девушки Для довольны. исполнения короткой программы на лед приглашается Любовь Рубцова, Московская На льду в область. Казани, где проходит третий этап серии Гран-при России по фигурному катанию, Любовь Рубцова. Фигуристка нашла себя в Академии Ангелы Плющенко, где она работает с Артемом Значковым, Дмитрием Михайловым, Сергеем Алексеевым и, конечно, самим Евгением. Don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. What you say?
Сегодняшнее фигурное катание — это, конечно, время каверов, когда очень хорошо известные композиции перерабатываются, получают какое-то новое прочтение, такое глубокое, эмоциональное, как сейчас откатала Любовь Рубцова. Мне очень понравилось. Да, и вы знаете, конечно, такой стиль... Вот. И Как мы так задаем. Как так можно? Те же мысли были во время тройного флипа, потому что Люба выглядела очень уверенно на льду и очень уверенно справлялась со своей короткой программой и каталась также и с эмоциями. И мне кажется, даже в глазах видно, что вот этот заряд на этот прокат был. И начала прекрасно. Двойной аксель пролетный. Мы знаем, что Люба владеет и тройным акселем. Это было видно. Прыжок выполнен хорошо, с запасом, и дальше хочется сакцентировать внимание на каскаде. Вот на этом каскаде. Да, тройной лутс, тройной ридбергер — это очень редкий элемент, и исполнен он абсолютно докрученно. Ну, вот здесь бы я бы поспорил. Исходя из того, после каких приземлений ставят кьюшки, то здесь, ну, априори, как бы это каскад, который, ну, он заставляет тебя чуть прыгнуть, не то, что не докрут, но как бы с запасом. Ну, для того, приземлиться чтобы, по дуге нужно. Да, чтобы эта дуга сработала и чтобы тебя вытолкнуло потом наверх. Ну и, конечно, здесь, если давайте абстрагироваться от этого сложнейшего каскада, очень редкий случай, когда люди идут на такой риск, потому что разница тройной лутс, тройной тулуп и тройной лутс, тройной ридбергер буквально, по-моему, там 70-х. Да, То есть... разница минимальная, риск очень большой, поэтому всегда очень ценим, когда спортсмены идут на этот риск, потому что каскад этот выглядит очень красиво. Но вот, к слову, а как так можно, это про вот тройной флип, который получился лишь двойным. Ну, а если быть точнее, то вообще по нулям, потому что двойные прыжки не то, что не разрешены, но, с другой стороны, не разрешены. То есть двойные прыжки не идут в зачет. Поэтому можно так сказать, что короткая программа без одного элемента. И на этом сколько она потеряет? Баллов 5? 6 даже, если... Было бы хорошо все. Да, если хорошо Ну, выполненный вот Артем прыжок. Значков сейчас на ваших экранах и Любовь Рубцова. Любовь Рубцова. Программа набирает 55,19 баллов. На данный момент участница занимает первое место. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Виктория Федянина. Пермская фигуристка Пермский Виктория край. Федянина тренируется у Екатерины Патлсовой с самого детства. И это удивительный союз. Вика — ведущая пермская спортсменка, и, как свойственно лидерам, она опережает время, ведь ее программа называется Sunday Afternoon. А еще суббота. It's a choice to stay. It's a dream, yeah. And I won't wait. You have blood on your hands, and I'm feeling faint. I'm drowning, and you can't decide. It's not about geography or happenstance. You need to fly and take a chance. You'll need to shine through emptiness and fly high and forever dance. I'm not gonna live for you or die for you or do anything anymore for you, because you leave me here on the other side. You leave me here on the other side. I won't live for you or die for you
I'd do anything for you. Прелестно, просто прелестно все выполнено. Да, и сразу забегая чуть назад, прошу прощения, конечно, это был Сергей Алексеев и не Артем Зайчиков. Думал об одном, сказал о другом. Простите за эту суматоху. Да, возвращаемся к прокату, который мы только что с вами наблюдали у Виктории. Слушай, такое какое-то тягучее, плавное катание, но в то же самое время, в нужный момент, когда нужно подпрыгнуть и совершить этот пролетный высокий прыжок, как бы спортсменка собирается и все делает. Прекрасный дуэт с ее тренером Екатериной Патласовой. Столько лет работают вместе, столько всего было придумано замечательного. И вот такое многолетнее сотрудничество, которое включает в себя не только профессиональное, но и видно, что душевное взаимодействие, конечно же, ценится. Очень понравился прокат Виктории, и только что даже на повторах мы видим, что буквально с самых первых движений программы она полностью погружена в образ, в музыку, она катается с душой, а это всегда чувствуется. И именно такие выступления попадают в душу зрителям, как мне кажется. С технической стороны тоже она прекрасно справилась со своей программой. Каскад выполнен докрученно, чисто, и даже при таком строгом судействе не нашли к чему придраться. Техническая бригада справилась со всеми прыжками. Сложность одна, мне кажется, возникла только во время исполнения первого вращения комбинированного, во время смены ноги. Чуть-чуть она ловила баланс заново, и из-за этого лишь 3-й уровень получила на этом вращении, не такие высокие надбавки, а в остальном прекрасно каталась, исполняла элементы, и все это было вместе, очень целостная картинка. Ну вот сейчас, единственное, не хочется ничего добавлять уже к вышесказанному, хочется какой-то еще более какого-то такого немножко, чтобы она так над льдом парила. Ну хотя и так все уже вполне, и эта улыбка подтверждение удачи. Она на данный момент впереди. Похлопывают ее тренеры, с удовольствием поздравляя с оценками. На лед приглашается Камила Нелюбова. Камила Нелюбова выступает за Краснодарский край, но тренируется у Дарьи Гуреевой и Аделины Сотниковой, олимпийской чемпионки, в Москве. Модная, современная короткая программа начнется с тройного акселя. Don't you know that I'm trouble? If they knew I was trouble. Everywhere that I go, oh, it's a feeling down in my soul. Got a secret that nobody knows. Тройной аксель. I'm trouble. I could be the devil in the sky. Don't you see the fire in my eyes? Don't you know that I'm trouble? And if they knew I was trouble, everywhere that I go, oh, it's a feeling down in my soul. Got a secret that nobody knows. I'm trouble. Yeah. I'm gonna shoot you right down, right off of your feet.
как же это было все вкусно, стильно, размеренно и в то же самое время возвышенно. Камила Нелюбова. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Вот и захлопали во время выступления, трибуны начали поддерживать в ритм этой композиции, такой вроде бы размеренный, но такой качающий. Плюс ко всему это катание, конечно же, соответствовало напряжению. Но это способствовало, безусловно, и выступление, само выступление Камилы, ну и плюс такая очень современная, интересная обработка, которая добавляет определенного шарма выступления спортсменки. Ну и сейчас вот эта коронка, прям показывает ноги, отрыв, это тройной аксель. И да, здесь я думаю, что будет поставлена даже не кьюшечка, а уже галочка для наших уважаемых любителей фигурного катания. Это означает, что четвертинка была не докручена, но вы, собственно, сами все видели. Ну да, здесь невооруженным глазом было видно, что приземление как раз в четверть не докруто, но, тем не менее, это уже тройной аксель в короткой программе. Такое не часто увидишь на соревнованиях женщин, поэтому за это отдельные аплодисменты Камиле, конечно же. В прошлом году она не исполняла тройной аксель, как мне кажется, в короткой программе. Идет на усиление, хочет бороться явно за самые высокие позиции. И если эту программу исполнять чисто, то я уверена, что как раз-таки такая возможность у Камилы будет. Потому что сегодня было все, и образ, и целостность, и программа, и исполнение элементов на высшем уровне. Хотелось бы чуть-чуть больше, думаю, внимания обратить на вращение, потому что они все лишь третьего уровня. А это, конечно, тоже, когда идешь на такой риск, на тройной аксель, то и все остальное, мне кажется, тоже должно быть доведено уже до максимума, чтобы не терять баллы на более простых элементах. Но здесь, безусловно, громаднейший потенциал и для дальнейшего развития тоже. И ты абсолютно права, как перфекционистка. Конечно, для спортсменки такого уровня все-таки нужно, чтобы вращение, да, и дорожка, вот именно уже, чтобы четвертый уровень. А она это может делать. Ждет Камила Нелюбова вместе со своим тренером Дарьей Гуреевой оценок. Камила Нелюбова. Рассмотрели все наконец-то судьи. Действительно, 65,6 3 вращения третьего уровня. И оценка может быть не такая высокая, как хотелось бы, но достаточно высокая, чтобы сейчас быть первой. Для исполнения короткой программы приглашается Мария Захарова. Дебютантка Москва. взрослых соревнований совершенно потрясающе выступила на этапе Гран-при в Магнитогорске. Заслужила любовь публики и признание специалистов, хотя и не заняла призового места из-за проблем как раз в короткой. Еще одна красотка-героиня, победившая травму, и теперь она feeling good. Пусть так будет всегда. Birds flying high, you know how I feel. Sun and the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Rivers running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Da 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 da, feeling good.
It's a new word and a bold word for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Прирожденная, конечно, фигуристка с такими линиями, с такой пластикой, с таким значением в любой ситуации на льду. Мне кажется, она вот выкрутится так, что будет делать это как программу в лучшем своем стиле. Пусть даже что-то на прыжке пойдет не так на выезде. Ну вот по поводу выкрутиться, собственно, это мы с вами наблюдали на каскаде. Чуть позже мы о нем поговорим. Для меня лично Маша как вихрь сейчас пронеслась, и в том числе мимо нашей комментаторской позиции. Немножко мы с Аней так пообщались, немножко пошатывало во время катания спортсменку. И вот как подстать этому тексту feeling, I'm feeling, как будто вот только раскочегаривается, как будто это только вот такая разминка перед произвольной программой, где она попробует атаковать четверной тулуп. Но не придраться ни к чему, кроме как... Я впервые вживую видела выступление Маши, и мне очень понравилось. У нее такая прям бешеная энергетика, и она прям умеет зацепить зрителя своим катанием. Это сегодня было видно. Вы посмотрите, как она чувствует эту программу. Заигрывает со всеми. Да. И не было, мне кажется, ни одной вот доли секунды, где она бы выключилась из образа своей программы. Даже исполняя элементы, она всегда вот это чувствовала. Вот. Давайте посмотрим. Да. Но... Выкрутилась в прямом и переносном смысле. Она Для из этого зрителей это прыжка. сложный выход. Да, судьи, красивый. конечно, это все равно подметили, что было не самое уверенное приземление, и немножко отминусовали этот каскад, но то, как профессионально она сработала и удержалась быстро. на одной ноге, да, и даже сложный выезд оттуда выкрутила, это на самом деле мастерство настоящее. И она прекраснейшим образом выступила на первом для себя этапе Гран-при и показала, что да, это как раз это я, и я готова. Заявила о себе. По полной программе, да, особенно этой красоты четверной тулуп. Ставят судьи неясное ребро на тройном флипе, но остальные элементы все четвертого уровня, за исключением Дорожки шагов. дорожки шагов. Странно, потому что неплохо владеет коньком Маша, и это, собственно, иллюстрация этого владения. Это вот буквально несколько беговых, и все, уже спортсменка на другом конце ледового пространства. Да уж, рычаги, как говорится, очень объемное катание. мощные у спортсменки. А руки, вообще такое впечатление, что они даже длиннее, чем они есть на самом деле. Настолько красивые линии она вычерчивает в воздухе. И, конечно же, особая ценность была этот завершающий кадр в ее катании, который доступен только зрителям Первого канала. И она на первом месте с небольшим опережением Камилы Нелюбовой. На лед приглашаются участницы второй разминки. На разминке находятся Людмила Фурцева, Санкт-Петербург. Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Вероника Яметова, Москва. Дарья Садкова, Москва. Анна Фролова, Санкт-Петербург. Дина Хуснутдинова, Республика Татарстан. Разрешена 6-минутная разминка. Вот так жеребьевка позволила с каждым разом все повышать и повышать уровень аплодисментов на стадионе в Казани. Болельщики уже настроены на интересное зрелище и очень эмоционально отдаются всему тому, что происходит на стадионе, но, естественно, к Дине Хуснутдиновой отношения, да, и все шло по нарастающей, просто взрыв эмоций. Ох, как здорово сидеть на стадионе.
Да, хочется отметить вновь, я говорил в самом начале нашей трансляции, о том, что здесь, ой, как горячо, обожают просто фигурное катание, несмотря на всю силу хоккейного сообщества. Но здесь вот мы сейчас наблюдаем за залом, и практически на 90-95% этот зал заполнен реальными фанатами этого таинства, которое происходит на ледовом пространстве. Самое главное, что очень поддерживают спортсменов и во время прокатов, и после, и причем всех. Конечно, к Дине здесь мы прям почувствовали уровень шума, сразу поднялся, но в целом прям очень чувствуется поддержка зрителей, это всегда очень ценно. И, конечно, фигуристам это очень важно, это их очень подбадривает. Олег Татауров был на ваших экранах, известный в прошлом фигурист, очень техничный, очень интересный, который сейчас тренирует Людмилу Фурсову, которая будет кататься первой в этой группе участниц. Вслед за ней Софья Муравьева. Именно в Казани она в свое время выиграла свою первую взрослую медаль. Ей уже 19. Она серебряный призер чемпионата России 24 года, бронзовый призер за год до этого, двукратный бронзовый призер первенства России среди юниоров. Ну и она переехала из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы тренироваться с самим профессором Алексеем Мишиным. Короткая программа в постановке. Вот весь тренерский штаб. Елизавета Туктамышева, которую мы же сегодня вспоминали в связи с Глазовым. Конечно же, Егор Челушкин и Алексей Николаевич Мишин в таком ярком, стильном прикиде сегодня профессор на ваших экранах. Вероника Еметова будет кататься дальше. Она из Свердловской области, победительница финала Кубка России 22 года, пятикратный серебряный призер этапов Гран-при. На чемпионате России последний раз была 6-й. Она, в свою очередь, переехала в Москву, где начала тренироваться под руководством Сергея Давыдова, тоже специалиста чрезвычайно плодовитого, мастеровитого, целеустремленного, такого идеалиста. Вот я жду в сезоне, кто растопит сердце Сергея Давыдова, чтобы он хотя бы раз в Kiss and Cry Corner улыбнулся, потому что он всегда суров со своими спортсменами. Он не суров, он сосредоточен. Хорошо, сосредоточен. Но действительно, Можно и так. улыбка бы не помешала. Я передам. Я думаю, будет улыбка. Подождем. Потому что сезон только начался. Ученица Этери Тутберидзе, родом из Йошкар-Олы, тренируется теперь в Москве. Как вы поняли, Дарья Садкова на ваших экранах. 17 лет ей, и это уже 3-й сезон на взрослом уровне. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию 25 года, призер этапов Гран-при. Свою первую медаль бронзовую она тоже получила 3 года назад, как раз на этапе в Гран-при Казани. Но разве это не замечательно, что этот лед такое количество радости принес спортсменкам, которые здесь выступают? На ваших экранах Даниил Глихенгаус. Он здесь представляет школу Этери Тутберидзе, в которой также, как мы понимаем, Сергей Дудаков работает с этой спортсменкой. Они периодически меняются, потому что, конечно, столько учеников. Напоминаем, кто выиграл первый этап, кто выиграл второй. И все это ученицы Этери Георгиевны Тутберидзе, ее тренерского штаба. Да, Петросян и Двоеглазова. Все этапы пока что у одного тренерского штаба. Анна Фролова в прошлом сезоне побеждала на этапах Гран-при в Магнитогорске, Красноярске, бронзовый призер прыжкового чемпионата страны и финала Гран-при. В Магнитогорске была серебряным призером спартакиады. Минувшей весной выиграла турнир на открытом льду, открытие Байкала. Ну и там же в Магнитогорске впервые в этом сезоне заняла 2-е место. Это был очень непростой турнир для нее, потому что в короткой программе она действительно была просто великолепна. В произвольной сильно отставала от лидеров, но все же на 2-м месте оказалась. Ее тренеры Рукавицын и Молотов, хореограф на ваших экранах. Ну и в завершении этой группы участниц чемпионка Республики Татарстан Дина Хуснутдинова, красотка, тоже переехала в Москву, влилась в тренировочную группу Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глихенгауза. Дебютирует во взрослых соревнованиях с бронзой в Магнитогорске. Ставит ее программы Георгий Пахилюк.
Уникальные вращения у нее есть. Ну и... И козырь. Да, и козырь. Она уже его аксель. исполнила на разминке, причем Да? очень уверенно, да. Ну, опять же, вот одним тройным акселем жив не будешь, да, потому что все сейчас девушки прыгают такие, исполняют элементы, что нужно что-то еще. Это что? Наверное, легкость в исполнении. О, еще Это не один козырь, это сразу два козыря. Легкость, артистизм, точность в исполнении каждого элемента. Ну и, конечно же, выдающиеся постановки, взаимодействие с публикой и в том числе любовь судей. Я не знаю, как она заслуживается, наверное, каким-то особым образом, особым отношением, но она тоже нужна. Называем ее удачей. На лед приглашается Людмила Фурсова, Санкт-Петербург. Школу «Звездный лед» Санкт-Петербурга представляет Людмила Фурсова. Когда-то мама предложила ей сыграть в лотерею. Какой вид спорта выбрать, бальные танцы или фигурное катание? И сейчас в ранге призера чемпионата Санкт-Петербурга Людмила может уверенно сказать, что сделала правильный выбор. Фигурное катание и ее любовь навсегда. Здорово сделано. Ну вот Райан Оттер и с Васей здесь немножко начали обсуждать музыкальную композицию, поскольку она такая с изюминкой, да, специально такая обработочка. Между прочим, это российский композитор теперь уже, который получил популярность благодаря музыкальным шедеврам в кинокартине, вот такой метод Троцкий Гоголь. И вот сейчас за основу, опять же, это страсть, эти взаимоотношения, в
какой-то степени утонченность где-то, но в то же самое время на разрыв аорты, как мы часто любим говорить. И это все было сейчас продемонстрировано в танце и поддержано также зрителями. Да, здорово была подобрана композиция. Даже там, где практически была тишина, зрители чувствовали вот этот нерв и начали хлопать спортсменке. Ну, пустых мест абсолютно не существовало в этой программе. А сейчас давайте вот, Анечка, поподробнее то, что Да, давайте происходило. рассмотрим элементы. Рассмотрим также внимательно, как это делает техническая бригада. Каскад, тройной лут, тройной тулуп. На лут ставят недокрут. И действительно, чуть-чуть все-таки было вот эта вот галочка на приземлении. Тулуп же уже как раз-таки уверенно исполнен. Затем тройной флип во второй половине программы исполнен. И вновь мы внимательно смотрим и действительно видим, что на приземлении конек немного подворачивается. И это тоже в итоге недокрут. Каталась она, на самом деле, с экспрессией, и очень понравилась ее программа. В образе она была от и до. Каждую секунду мы видим, да, и глазами словно испепеляла судей. Но вот зачастую очень многие спортсмены так опускают взгляд вниз, и 75% времени взгляд находится там. Здесь немножко другая картина, прямо играла со зрителями и с судьями. Я думаю, в бальных танцах она добилась бы потрясающих успехов. Такая девушка видная. И не мудрено, что нам предлагала и на выбор бальные танцы или фигурное катание, а, например, не тяжелую атлетику. Выбор очевиден. Девушка совершенно потрясающих артистических способностей и внешних данных. А я бы еще добавил, знаете, на утренней тренировке она была очень скромной, правда. Я стоял с Олегом Тауром, вспоминали и прошлое, и комментировали настоящее. Но вот она была такой скромняшка, а сейчас реально раскрылась. 57,41 балла. И на данный момент участница занимает... На 4-м месте она находится после своей короткой программы. Для исполнения короткой программы на лед приглашается... На Гран-при Софья России в Казани Муравьева. выступает Софья Муравьева. В межсезонье ее имя было у всех журналистов и блогеров на устах, ведь она круто изменила свою жизнь, переехав из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы тренироваться у Алексея Николаевича Мишина. Ее короткую программу ставил Илья Вербух. Это история Кармен с необычным отступлением в ритм вальса. Ей очень идет.
Я никогда не думал, что я вот сейчас скажу то, что я собираюсь сказать. Вы знаете, это такой колоссальный рост. Конечно, прыжки, но они и были. И несколько лет назад были, и в прошлом году были. Да, что-то получалось, что-то нет. Но как артистка это абсолютно два разных человека. Даже по сравнению с контрольными прокатами. Мы привыкли к тому, что Соня Муравьева, она, ну, так сказать, фигуристка, чей конек это более какие-то спокойные музыкальные композиции, более лирические. А здесь это темперамент, это прямо полное погружение. Она прям Браво! как театральная актриса отыграла уже, даже еще не двинувшись с места, она уже дала нам какое-то потрясающее напряжение и Как по настроение. Станиславскому я правда верю. Абсолютно два разных человека. И все удивлялись, и многие не то что критики, а эксперты в области хореографической составляющей говорили, ну как, вот Соня, ну это немножко не ее стиль. Но вот она сейчас доказала, что она может катать и такие номера. Полностью соглашусь. Соня всегда была настоящей артисткой на льду, но сегодня это было что-то совершенно иное. Настолько по-взрослому она преподнесла нам эту постановку, и это нужно было видеть вживую. Даже, мне кажется, ее взгляд до начала программы, она вот проезжала мимо нас, и в этом взгляде уже читался и образ, и настрой. И это сегодня прям захватывающе было. Невозможно было оторваться и думать о чем-то еще. Просто наслаждаешься этим театральной действительно постановкой, которую Соня так нам сегодня до мурашек передала. И параллельно с этим удались и все элементы ей. К прыжкам никаких вопросов нет. Начала с каскада, тройной луз, тройной тулуп. И тоже, я думаю, правильно, что на данный момент они его поставили в первой половине программы, чтобы обрести вот эту уверенность соревновательную и дальше уже постепенно усложняться по ходу сезона. Но сегодня браво. Ну вот Елизавета Туктамышева, Алексей Николаевич Мишин, конечно же, поздравляют свою ученицу. Ну здорово, здорово. Соня Муравьева за короткую программу. В восторге публика, аплодировали всю программу. На данный момент участник. Абсолютно заслуженно. Первое место. Лидерство по всем аспектам у Софьи Муравьевой на данный момент. Короткая программа. На лед приглашается Вероника Еметова. Ученица Москва. Сергея Давыдова на льду. С весны Вероника Еметова тренируется у этого специалиста. Призер этапов Гран-при прошлого сезона выступает под суровую балладу «Дом восходящего солнца». There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been a ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans.
Вы знаете, это есть длинные дистанции, да, в легкой атлетике, есть короткие. Вот за эту короткую дистанцию там нет времени для раздумий. Там нужно сразу атаковать, сразу включать свой организм на все 100%, потому что ты можешь потерять на старте. И вот сейчас выступление Вероники Еметовой было вот этой 100-метровкой, даже еще короче была дистанция. И в эти 2.40, плюс-минус 2.45 нужно было уместить, ну, максимум того, чем ты можешь очаровать судейскую бригаду. Нет абсолютно, мы зачастую говорим, нет пустот. И здесь не то, что не было пустот, а еще вот эти уже сложные переходы из одного состояния в другое еще были усложнены какими-то дополнительными резкими, ну, в хорошем смысле этого слова, движениями. Давайте посмотрим на каскад, потому что это как раз тот самый прыжок, к которому есть вопросы. Тройной луц и тройной тулуп. Да, вот приземление Вот с тулупа мы видим вот эту запятую на выезде. Это и есть та четверть недокрута, которую отмечает также и техническая бригада, и она была... Эта ошибка видна и во время проката, в том числе остальные прыжки уже были выполнены с запасом, приземлялась она с большой высоты, уверенно, докручена, и двойной аксель, и тройной флип. И технически очень хорошо исполнила все вращения на 4-й уровень, дорожка 3-го уровня. И дорожка, мне кажется, что даже была близка к 4-му, потому что очень много было работы корпусом, очень много интересных находок, фишечек. И, конечно же, ее коронный проезд тоже был не такой продолжительный, как обычно, но... Тем не менее, в этот момент, конечно, и зал, трибуны тоже взрывается, когда... Вот, ты хотел улыбку, Сергей Давыдов, вот, пожалуйста, это слезы, но они больше, это как улыбка в квадрате. Да, как говорит мой стоматолог, это слезы радости. Но так программа Вероники в привычном ей воинственном таком стиле, ей это идет, она это хорошо выкатывает, и в дорожке это особенно заметно было. Но это драйв, это чистейший драйв, причем сразу. Вероника Еметова за короткую Вероника программу Еметова набирает 65,54 занимает 3-е место балла. по короткой программе, уступая Занимает 3-е Марии место. Захаровой всего лишь 0,3 балла. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Дарья Садкова. Москва. Третий взрослый сезон начинает 17-летняя Дарья Садкова. Серебряный призер чемпионата России тренируется в школе Тутберидзе. Карла Моррисон и Рики Мартин своими треками дают абсолютно разноплановую творческую свободу Дарьи в ее короткой. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, con furia salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche.
В России местами уже выпал снег. Москва, Казань к этой ситуации еще готовится, но ничего не знаем. Здесь у нас жара. Сомбреро бы, еще какой-нибудь напиточек. И, можно сказать, наблюдая за катанием Дарьи Садковой, можно сказать, что мы действительно здесь для того, чтобы отдохнуть, эстетически отдохнуть. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭБ-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭБ-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Потрясающее катание у Дарьи. И мне еще вот особенно полюбилось то, как она высоко и элегантно поднимает ногу на каждом выезде. Такое впечатление, что она каждый раз касается потолка этой ногой. Даша сегодня по-настоящему зажгла на этом льду, и зрители тоже это почувствовали. Даша очень танцевальная и очень классная, что эта программа ее так раскрывает с этой стороны. Если говорить про элементы, то сегодня справилась она сегодня со всеми элементами своей программы, абсолютно вот технически все на максимум. Перенесение каскад в первую половину, обычно Даша его прыгает во второй половине программы, и бывали с ним сложности в прошлом сезоне. Видимо, решили попробовать чуть другую тактику и начинать с этого каскада, и сегодня эта тактика сработала на ура, и только в плюс Даше, потому что дальше она спокойно исполнила и двойной аксель, и тройной ридбергер, и на 4-й уровень исполнила абсолютно все элементы в своей программе. Мне кажется, что она первая спортсменка за сегодняшний день, кому это удалось, дорожку шагов 4-го уровня все-таки добиться этого. Все чистенько, все докручено и все 4-го уровня. Этот стиль подходит Даше, но мне кажется, есть куда еще расти. То есть это в самое такое начало, когда по утру начинает раскрываться этот прекрасный цветок, бутон, да, и дальше, ну слушайте, дальше только начинать получать максимально искреннее удовольствие. Сейчас я видел местами, что идет работа, а когда ты начинаешь полностью полагаться на свое внутреннее состояние, и эффект будет более сильным. Счастливая спортсменка, счастливый тренер. На данный момент у них второй результат по короткой программе. По технике они оказались впереди, а по компонентам уступили Софье Муравьевой примерно балл. Фролова, Санкт-Петербург. Трогательную и проникновенную короткую программу на Гран-при в Казани представляет Анна Фролова. Ее мягкий, прочувствованный стиль катания позволяет в программе «Любовь, похожая на сон» рассказать целую историю, а не просто отпрыгать предписанные элементы. Ученица Евгения Рукавицына была второй на Гран-при в Магнитогорске, но слезы уже забыла. Как в зеркало смотрюсь, отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любит в жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел, для меня нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю: любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна пускай не кончится она. Любовь похожа
похожая на сон. Счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай Пускай не кончится она. Какие эмоциональные качели переживаем мы здесь, на этом катке. И вся публика только что танцевала, а сейчас замерла, восхищаясь катанием Анны Фроловой, которой мы аплодируем, безусловно. Настолько это было проникновенно и чувственно. Да, действительно, эта программа была похожа на сон, и я не хочу просыпаться, не хочу, чтобы никогда не будил меня этот будильник, который в любом случае звонит. Но, кстати, сейчас хочу пояснить, почему такие эмоции у Ани на лице. Во-первых, Наталья Фролова здесь, ее мама. Любимая мамочка здесь, на трибуне. Не знаю, смотрит в реальности или нет, но я знаю, что она в Казани. Видел сегодня утром. Почему такой нерв был и почему на многих элементах ее немножко пошатывало. Особенно самая здесь стартовая позиция, когда только музыка началась, она не могла до конца остановиться. Абсолютно новые коньки. Женя Рукавицын мне сегодня поведал эту историю о том, что поменяли коньки. И, как вы понимаете, прыжки еще неудобно, но выполняются. А вот эта тонкая работа коньком, она, конечно, не до конца еще комфортна. Да, и надо сказать, что Аня Фролова нас уже приучила к своим чистым, стабильным прокатам, и для нас уже привычно видеть вот такие выступления, но на 6-минутной разминке были сложности с исполнением прыжков, поэтому вот сегодня особенно радостно видеть это чистое катание, и мне кажется, что с каждым элементом, который Аня выполняла, она все больше сама вот на этих эмоциях летела, бежала дальше катать свою программу, и сегодня прозвучала эта программа до глубины души. Как говорит Миша Коляда, разминки ничего не значат, так же, как и утренние тренировки. А еще есть небольшой секрет у Ани Фроловой. Возможно, она так вот концентрируется, собирается, заставляет себя. Она делает вид, условно, плюс-минус, что у нее что-то не так с прыжками. Особенно вот этот тройной флип. Я уже наблюдаю не один сезон. А потом это один из лучших элементов в программе. Браво! Программа набирает 72 целых. И это уже третий результат, который начинается с 72 баллов и отличается от остальных участниц только десятыми и сотыми. По компонентам она на втором месте, по элементам на третьем. Дина Хуснутдинова. Дину Хуснутдинову называют новым секретным оружием Этери Тутберидзе. Чемпионка Республики Татарстан исполняет тройной аксель даже в короткой программе. С ним она выиграла бронзу в Магнитогорске. Это красиво, мощно, но в то же время легко. Чистый тройной аксель.
будто кралась она всю эту программу так вот тихонечко, мягко, как будто это даже не лед, а как будто это какая-то водная гладь. И она так потихоньку двигалась вперед чрезвычайно мягко, в каждом своем элементе, в каждом своем движении. Это что-то уникальное. Ну, Сара Брайтман, anytime, в любое время, anywhere, где угодно. Это вот, наверное, про козырь ее, про тройную аксель, который безупречно был сегодня выполнен. Но я бы, конечно, мы все восторгаемся этой сложностью, но какая сложность во вращениях? Понятно, телосложение дает тебе возможность такие прям, ну, очень сложные принимать позиции, но, ой, отдать должное, это же надо не только хотеть, но еще и выполнить. Вот он. Да, давайте, конечно же, Чисто. полюбуемся еще раз этим чистейшим тройным акселем. Она его и на разминке множество раз исполнила, и здесь вообще никаких вопросов он не вызвал. Очень стабильный этот прыжок у нее явно. При том, что это вот за сегодня единственное чистое исполнение, в принципе, вторая попытка и единственное чистое исполнение этого прыжка. Но, правда, в этой программе есть много вещей, о которых хочется говорить, помимо этого сложнейшего тройного акселя, потому что вращение, да, Ну, штук это захватывает. Вау. Сейчас, да, очень многие делают подпрыжку во вращении, в либеле, но Дина ее сделала, находясь в кольце. Это вообще в первый раз такое вижу. И насколько красивое положение в заклоне было. Оно вроде бы стандартное, все делают эту позицию, но как красиво ее сделала Дина. Очень надеюсь, что покажут повтор этого вращения. Единственная сложность небольшая была на каскаде. Тройной луц, тройной тулуп. После тройного луца не очень уверенный был выезд. И прям хотелось кричать: держись, держись, давай, давай. И в итоге она это сделала. Тройной тулуп туда прицепила. И тулуп сделал очень хорошим, но на луце все-таки недокрут. Не хватило Немножко. чуть, да, высоты, и тем самым, как результат этой нехватки, небольшой недокрутит. Ну, сегодня порадовала она зрителей, которые ее так сильно поддерживают в Казани. Ну, на мой взгляд, конечно, сейчас одни из лидирующих баллов будут. Ну вот. 73,60. Одинаковый результат у Дины Хуснутдиновой с Софьей Муравьевой. 72 балла и 60 сотых. И первая она, потому что по технике она набрала больше баллов, чем ее соперница. Техника является определяющим сегментом в этих оценках, когда баллы одинаковые. По компонентам Дина Хуснутдинова уступает своей конкурентке Софье Муравьевой 3 с копейками балла. В итоге Дина Хуснутдинова первая, Софья Муравьева вторая, Дарья Сладкова третья и Анна Фролова четвертая. Это все 72 балла, минимальный отрыв. И все решится в произвольной. А в Киссинг-Крае вас с актуальным интервью ждут олимпийские звезды Евгения Медведева и Максим Троньков. Это традиционная беседа с лидером соревнований. Привет всем любителям фигурного катания. Мы находимся в Казани, где проходит третий этап Гран-при России ИДЕЛЬ-2025. Только что завершились короткие программы наших прекрасных женщин. И победила в ней Дина Хуснутдинова у себя дома в Казани. Лидирует после короткой программы. Дина, ну расскажи нам по горячим следам, прежде всего, как тебе сегодня было в такой атмосфере кататься в домашней? Было очень классно. Я слышала поддержку от зрителей, от друзей, знакомых. И, с одной стороны, было очень тревожно достаточно, потому что выходила на родной публике, чтобы никого не расстраивать, самой не расстроиться. Пыталась себя как-то настроить и на чистый прокат. Вроде получилось. А вот расскажи нам всем, наверное, интересно, и зрителям, и ребятам, которые вот тебя сейчас вот прям вот в данный момент поддерживают с трибуны, зовут на автографы. Тройной аксель у себя дома в свой первый взрослый сезон обошла таких опытных соперниц. Как вообще вот это вот ощущение, когда ты вот только-только врываешься, а уже все получается? Мне кажется, как-то легче, что ли, в первый сезон выходить, потому что так таковое тебя не ждут супер результатов, все такое. Я особо не думаю об этом, кого я обхожу, не обхожу, просто стараюсь как-то настроиться на чистые катания и показать свой максимум. Ну, ты сегодня единственная исполнила чисто ультра-си, аксель в 3,5 оборота. Расскажи, это твой любимый элемент, и как много ты над ним работаешь? Да, это один из любимых моих прыжков. Достаточно
много работаю над ним на тренировке, чтобы добиться чистоты исполнения и стабильности, конечно же. Вот. Но не могу не спросить про твое уникальное вращение. Дина Спин. Как долго над ним работала? Вообще, как пришла идея? Что это за положение? Сложно ли тебе вообще дается? Потому что выглядит, конечно, очень эффектно. Вообще дается мне несложно. Я хотела найти что-то особенное, что еще никто не делал. Решила после Бильмана опустить ногу вперед, получается. И вот так и родилась эта позиция. Вот. Ну, ты лидер после короткой программы. Это некое давление для тебя? Или ты, наоборот, воодушевлена завтра на шикарный прокат произвольной программы? Я пока еще не осознаю этого. Надо все будет обдумать после проката. Вот. А так, конечно же, буду стараться показать свой максимум, как на тренировках. Ты у себя дома? Какие у тебя вообще планы? Но помимо, конечно же, прекрасных чистых прокатов сегодня и завтра, может быть, ты хочешь кого-то навестить из родных? Кто тебя сегодня поддерживает с трибун? Расскажи немного. Вот здесь девочки из группы, где я раньше каталась. Маленькие девочки, они пришли также поддержать меня. Тут очень много моих друзей, которые катаются именно в этом дворце спорта. Мы с ними со всеми очень хорошо общаемся. И я просто была рада со всеми увидеться. С кем-то еще, возможно, увижусь. А так всегда рада приезжать в Казань, чтобы увидеться с родными и близкими. Не могу не спросить тебя про кухню Татарстана. Соскучился ли ты по ней в Москве? И, может быть, есть в планах сегодня поужинать ичпачмаком, чак-чаком? Вообще, порекомендуй нам, что нам отведать в Республике Татарстан, в красавице Казани. Тоже хотим, а то мы на вас посмотрели и прям захотелось кушать. Так работаете усердно. Я, наверное, порекомендовала бы попробовать чак-чак, ичпачмаки и толкыш-келеве. Это тоже национальный татарский десерт. Он делается из таких вытянутых сахарных паутинок. И, наверное, еще его порекомендовала попробовать. А ты по-татарски разговариваешь, да? Да, с родителями по-татарски разговариваю. И, когда с родными, там, смешано, но в основном по-татарски. А передай всем привет на татарском. Я думаю, всем будет очень приятно, зрителям нашим местным. И пригласи обязательно завтра на произвольную программу за тебя поболеть на татарском языке. Я думаю, вся Казань придет. Хорошо. Борығызға да зур сәлем. Сіздің ертеге күтіп қалабыз бұз сарайында. Спасибо большое тебе, Дина. Ты была сегодня шикарна. Надеюсь, и в произвольной программе у тебя тоже все получится. Мы отпускаем тебя давать автографы твоим болельщикам. Тут целый фан-сектор у Дины собрался. А мы еще поболтаем обязательно о фигурном катании, о женском одиночном катании с Михаилом Калидой, который совсем скоро к нам присоединится и расскажет о своих впечатлениях, о том, что ему понравилось, что не понравилось. И, может быть, даст свой какой-то оценку свою какую-то даст сегодняшним соревнованиям. Миш, привет. Рады тебя видеть. Привет всем, привет, друзья. Посмотрел с самого начала до самого конца девочек. Ох, честно скажу, вот с каждой последующей участницей сердце билось все чаще и чаще, потому что, такой накал страстей. И в Казани очень сильно любят фигурное катание и прям поддерживают так здорово. Борьба. Будет завтра просто борьба. 4 девочки в одном бале после короткой программы. Это вообще как? Можешь это объяснить? Причем контент, набор прыжковый абсолютно разный. Были и тройные аксели, и у кого-то каскад во второй половине, у кого-то каскад в первой половине, но все равно эти 72 балла не отпускают нашу первую четверку. Это мне очень напоминает те самые времена, когда ты, Женя, каталась, когда были другие участницы. Все катались примерно одинаково, и у всех были минимальные разрывы. И от этого становилось настолько интересно смотреть произвольную программу, что вот полный стадион Мегаспорт собирался, и все с нетерпением ждали этого момента. Извините, что влажу в ваше одиночное катание, но мне например, интересно пока поговорить о тех, кто вне этой великолепной четверки. Расскажите, кто произвел впечатление из тех девчонок, кто находится и в сильнейшей разминке 5-ми, 6-ми финишировали, и, может быть, кто-то еще из разминки 1-й, потому что все равно нужно прийти, поддержать всех, и там тоже будут интересные прокаты. В этом году мне очень понравилась Камила Нелюбова. Она очень сильно прибавила в прыжках. Тройной аксель мы наконец-таки увидели. Да, там, может быть, с небольшим недокрутиком, но все-таки был. И также хочу отметить Марию Захарову.
Совсем недавно она выступала в Магнитогорске. И вот после проката она вышла, и было вот прям видно, всем видом своим показывала, что она вот чем-то недовольна. Хотя разница всего лишь в 1 балл. В Магнитогорске она набрала 66, а здесь 65. Я, наверное, даже осмелюсь назвать Машу Захарову открытием этого сезона в произвольной программе «Заявка на 2 четверных». Сегодня в короткой программе, да, с тройными, но тем не менее очень уверенно, очень харизматично, стабильные прыжки, очень пролетные, красивые. Я прям впечатлена. Да, аксель какой шикарный. На полкатка с Да, таким запасом. действительно. Ну, украшение любых соревнований, и особенно когда их мы с мамой вместе показывают, 2 прекрасные просто красотки стоят, и действительно наблюдать за этим здорово. Кто-то еще? Я знаю, что вы делали записи, подсмотрите. Да, Да, Софья Муравьева. У нас с Мишей здесь есть заметочки. Софья Муравьева, которая просто невероятно сегодня чистейшим образом показала свою Кармен, легендарную уже. И, конечно же, я хочу отметить Любу Рубцову, которая сделала каскад, тройной лутс, тройной рейбригер. Сегодня он был один-единственный в ее исполнении. Да, но дальше не задалось, только двойной флип, наверное, поэтому Люба все-таки будет в первой разминке кататься. Ну, давайте про нашу четверку. Как ты думаешь, почему Анна Фролова с таким чистым прокатом не стала лидером соревнований? Это очень такой сложный вопрос, я бы сказал, даже философский. Лично, как по мне, Анна катает вот каждый раз до мурашек. Вот она катает, и ты веришь, потому что она вот всю себя отдает этому образу. Плюс сложнейший технический контент она выполняет. Сегодня мне показалось на 6-минутной разминке, что она была немного не в ногах, но когда она вышла, это волнение сразу как бы ветер сдул, и она пошла делать то, что она хорошо умеет делать. Мне очень понравилась еще сегодня Даша Садкова с очень легким, задорным катанием. Чистенько вышла, все откатала. Вот она уже стоит, фотографируется со своими фанатами на трибуне, совсем рядышком с нами, в отличном настроении. И музыка. Как же мне понравилась музыка. Это было действительно очень весело, интересно смотреть. И ее прокат выглядел очень легким. Но за исключением Дины Хуснутдиновой, которая прыгала тройной аксель, контент, в принципе, у всех одинаковый. Все здорово его откатали, я говорю о группе лидеров. Как вы думаете, как сложно было судьям расставлять вот в одном балле девчонок и делить их на какие-то соты, и чтобы устроить завтра такой невероятный накал страстей? Честно говоря, я судьям не завидую. Еще хотел пару слов сказать про Дарью Садкову. Я вот себе записал. Энергично, красиво, легко. Вот сегодня программа действительно сияла, и весь зал это прочувствовал и поддерживал ее. Это было замечательно. Слушай, а как ты думаешь, вот завтра нам обещают прямо россыпь четверных элементов. Вот, может быть, сможешь сделать какой-то прогноз свой личный? Я, честно, очень сильно боюсь делать ставки, чтобы не сглазить это раз, и чтобы просто вот дать и зрителям, и судьям всем насладиться в полной мере то, что будет происходить завтра. Ну, В общем, прости, Жень, конечно, слово тебе. Есть ощущение такое, что сегодняшняя короткая программа — это, ну, такая жеребьевка для произвольной? У меня точно такое ощущение есть, но я думаю, что завтра у нас Дарья Садкова, которая прыгает 2 четверных тулупа в произвольной программе. Мария Захарова тоже заявила 2 четверных тулупа и шикарно уже однажды выполнила на первом своем этапе. Четверной тулуп уже показала в произвольной программе. Дина Хуснутдинова с 2 тройными акселями. И как вы думаете, не потеряется ли на их фоне Анна Фролова с шикарным катанием, но только с набором из тройных прыжков, и Соня Муравьева? Я думаю, что как раз-таки в этом и заключается интерес к женским произвольным программам, потому что одни делают сложный технический контент, а другие берут душой. И вот ты смотришь, и вот прям плакать хочется. Аня Фролова точно не потеряется, это 100%. Она всегда брала харизмой и уверена, что мы увидим от нее точно так же чистый прокат, как и всегда. По крайней мере, надеемся на это. Но вслед за женщинами на лед выйдут мужчины, наше мужское одиночное катание, родная дисциплина Михаила Калиды. Давайте немного поговорим об этом. Миш, какие у тебя ставки? Ты уже, я точно знаю, подготовился к комментированию и знаешь, кто на этом этапе будет кататься и кому ты отдаешь свое предпочтение. То есть там и Лутфуллин, и Игнатов, Дикиджи.
Ветлугин. Я кто? могу сказать так. Я люблю всех и каждого, но все-таки мое сердце пока что принадлежит Владу Дикиджи, потому что мы с ним работаем, потому что я просто за него очень сильно переживаю и желаю ему успехов и гладкого льда. Ну а мы ждем просто невероятно интересные короткие программы, да, Максим? Ну что ж, на этой ноте мы вынуждены с вами расставаться. Совсем скоро на лед выйдут наши мужчины. Буквально через несколько секунд они уже появятся на льду. Ну а мы с вами увидимся уже после мужчин в этой студии вместе с Евгенией Медведевой. Поговорим обязательно и с победителем у мужчин в короткой программе. И, конечно, потом с одним из экспертов. Это будет сюрприз в нашей студии.